Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что идет в вашу жизнь, что в дороге, что на пороге, что стремится стать частью вашей судьбы, стать частью вашей реальности, и это случится. Это случится, произойдет, может быть, в ближайшие дни, в ближайшие часы, в какое-то не самое далекое время. Ну, где-то расклад может проиграться, правда, у кого-то очень быстро, а для кого-то это может растянуться и месяц, два, а то и три. Я могу допустить, что, ну, может быть, где-то до 3 месяцев максимально. Давайте рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Ну и наш расклад, конечно, подойдет как и для девочек моих дорогих, любимых. Неважно, какой возраст, девочки все, но и точно так же расклад подойдет для мужчин. Первый вопрос: кто вы? Если мы сейчас хотим узнать, что же там спешит в вашу жизнь, что уже как в дороге, по сути дела, по направлению к вам. Финансы, мои дорогие, для кого-то из вас может быть как финансовый рост или как финансовая независимость. Вот по этой карте именно независимость идет, которая приходит на смену девятке мечей, долгим страданиям, каким-то разочарованием. Возможно, я всегда говорю, в моих раскладах это не то, что деньги как манна с неба падают. Скорее всего, это то, что мы заработали. Здесь какие-то идут в вашу жизнь возможности или буквально деньги, четко говорят нам карты. Может быть, кто-то уже получил или видит, что сейчас есть по деньгам прогресс. Может быть, отчасти этот прогресс как будто надвое еще можно делить. Всегда девятка по нумерологии – это вибрирующее число. То есть где-то будут перемены. Как будет вот-вот что-то меняться по части ваших предубеждений или вашего отношения к чему-то. Будет, возможно, меняться ваша жизнь. Вы пока этого, правда, можете не видеть, но вы это можете чувствовать. Для кого-то сейчас идет именно коррекция планов или вопросы, которые... Вот кто открыл это видео, вы планируете куда-то дорогу сами. Поэтому построим наш расклад таким образом, что мы рассмотрим, что уже в пути по направлению вашей судьбы, да, или как что в дороге, это может быть как третьи факторы или какие-то нюансы, но точно так же мы достанем еще одну позицию, которая будет свидетельствовать именно о ваших дорогах в ближайшие дни и часы, о каких-то, может быть, перемещениях, необходимых или планируемых. Король жезлов, тут идет конкретный человек или уже, может быть, в вашей жизни такой присутствует. Это тот, как руководитель на работе или какой-то человек, с которым вас связывает финансовая история. Ну, может быть, это прежняя история как раз была тоже связана с финансами и конкретным человеком, и была связана одновременно с какими-то минусами. Нам показаны уже несколько карт, которые свидетельствуют о человеке, который прошел достаточно неоднозначный путь. Может быть, это было предшествующие месяцы или предшествующий год, может быть и больше. Когда бы вы были вынуждены, вот как этот жонглер, с каким-то человеком держать именно баланс. Я не могу сказать, что вас это очень сильно вдохновляло. Тут, скорее всего, вы были как и чему-то рады, но точно так же чем-то разочарованы. И часто по королю жезлов, может быть, это как какая-то страстная любовь, взаимоотношения. Может быть, это и даже вопросы, которые касаются работы. И есть и плюсы, но есть и минусы. Но это может быть конкретная персона, которая, в принципе, раньше много обещала или как-то вас вдохновляла, но ничего не делала. Вот что о вас говорят карты? Что у вас сейчас происходит? Вы уже готовы были что-то завершить, причем так изящно. Вы уже переболели, как освободились вот от этого груза переживаний, потому что вы стали большим реалистом. Но, может быть, как только вы или человек это почувствовал, руководитель это почувствовал, как только вы поставили в чем-то точку или вы стали к чему-то равнодушны, уже не болит, не горит, уже все равно. Перевели, может быть, даже чувства, те чувства, которые вас когда-то вдохновляли, питали словно мечта. Но вы дали себе
зарок, теперь я буду рационален более или рационально. И после этого прошел какой-то период, вам стало легче уже, я так могу допустить, потому что здесь могут быть взаимоотношения, которые все равно продолжаются. И опять же, неважно, личная жизнь или работа. Вы от чего-то не отказались, потому что есть какие-то нюансы, детали, ваша заинтересованность вот в этом человеке или у кого-то вынужденность. Вот мы не можем тут что-то изменить, поэтому это двойной баланс. Мало того, что карта жонглера, так у нас этот жонглер еще и на качелях стоит. Ну вот приходится что-то удерживать. Хотя, в принципе, вы уже готовы от чего-то отказаться, лишь бы вас это больше не мучило. Неожиданно. Что же в вашей жизни происходит прямо сейчас? Возможно, это новость, которую вы получили от конкретного человека. И это может быть связано как новая история, которая прежде была в одном ключе, а здесь у нас уже какие-то новые варианты. Вполне вероятно, у кого-то проиграется дистанция, может быть, как и в расстоянии, или дистанция, когда вы занимаете одну должность, а вот именно история такая разочаровывающая, она была связана с должностью человека, когда вот вас разделяло буквально, ну, как социальное какое-то, ну, превосходство, может быть, человека, или его большая ресурсность. Но теперь вы, мои дорогие, вот посмотрите, аркан Звезда и Королева Пентаклей. И неважно, как вы к какому знаку зодиака относитесь. Здесь, может быть, именно вот я больше вижу, что это мы о вас спросили. Вы действительно стабилизировали в большем или в меньшем, но как-то свой якорь вы как будто уже ощутили. Не случайно все же девятка пентаклей. И у кого-то этот якорь через решение материальных вопросов. Вы понимаете свою ресурсность. Может быть, прежде вы на что-то соглашались, именно вы свою ресурсность не знали. А тут в вашей жизни вам встретился тот человек, который вас научил буквально себя уважать. И вот вы сейчас уже имеете совершенно другие планы. И я могу предположить, что все же какая-то история пытается по-новому вернуться в вашу жизнь. Или как новое какое-то направление может быть в работе. Вы сомневаетесь, возможно, поэтому и открыли этот расклад. Вы планы храните в тайне. У вас жизнь уже научила, а планов у вас сейчас очень много, с учетом аркана Звезда. Вы, может быть, и пытаетесь интуитивно что-то просчитать на далекий период времени, стабилизировать свою ситуацию. Вам абсолютно не хочется попасть в просак. Может быть, как раз вот переключение у кого-то закончилась любовь, а его переключились на творчество. А вам это помогло? Или, может быть, это было вашим хобби, а теперь вы пытаетесь это даже монетизировать или продумываете. Но явно у королевы Пентакли есть всегда свое любимое дело, творчество, направление, когда ей это приносит не только вдохновение, а, как вот знаете, погружение от каких-то забот совершенно в другую плоскость. И более того, ведь это реалистка, которая умеет зарабатывать, мои дорогие. Это тот человек, который сам по себе ресурсный, и тот, который готов прийти на помощь. Вы, может быть, получили недавно неожиданное известие или получили сумму денег, которая вас тоже несколько удивила. Может быть, кто-то получил подарок, правда, кто-то получил сообщение. Может быть, были сказаны какие-то очень важные слова, или буквально вами получен какой-то документ, и вы понимаете, что вот мне сейчас нужно оттолкнуться именно от того, что я узнал или узнала. Вы сейчас в процессе доброй, мои дорогие, трансформации. Ух ты как! А на дне колоды, смотрите, шестерка кубков. И ведь правда все то, что я сказала, человек может пытаться вернуться в вашу жизнь. Или пусть он даже не уходил никуда. Он какое-то время присутствовал, но на определенный срок ваше общение, оно было в другом либо формате, либо было какое-то отчуждение. Но тут рядом у нас карта Солнца. И вот вы сейчас допускаете альтернативный вариант или его ищете, потому что есть ваш интерес. Причем, мои дорогие, есть интерес и себя сохранить, не без этого. Но и у вас ведь выпадает, смотрите, две карты. Карта Солнца, выбор правильного направления, 6-8 месяцев. И карта Звезда,
Ну, нам попутно говорят, сияйте, как звезда, самое время подумать о вашем имидже. И, может быть, кто-то из вас сейчас, это знаете, как пытается перейти на здоровый образ жизни, занят именно своим имиджем, здоровьем, не без этого. Это не говорит о том, что вы болеете, но вы как хотите изменить представление о вас, сломать какой-то шаблон, меняете вот этот самый имидж, и это неотъемлемая часть здоровья, потому что здоровье – это всегда где-то внешний вид. Но это может быть и не только, когда кто-то меняет гардероб, меняет прическу, меняет, может быть, цвет волос, мои дорогие. Ну, такое тоже может быть. Для чего? Вам хочется самим уже как прочувствовать вот эти новые энергии. Но, может быть, вы чувствуете, что вот я себя меняю, и я тем самым ломаю какой-то прежний шаблон у людей о себе. Вот две таких шикарные карты, которые вас заставляют быть реалистами с одной стороны, с другой стороны рассматривать альтернативные варианты с конкретным человеком, по конкретному, может быть, предложению или по какой-то новости. И я могу предположить, что вы уже думали о чем-то. То, что в вашей жизни происходит сейчас, это могла быть такая подсказка на уровне интуиции. Но, может быть, вы отмахнулись прежде, сказали, да, нет, это мне показалось. И вот вы на деле, в реальности, то, что нам, или мы думали, показалось, имеет какую-то все-таки основу. Может быть, сложно пока проанализировать, какую конкретно, но тем не менее, здесь вам как вторично судьба дает какую-то возможность, и вы понимаете, ее нельзя упустить. Но вот насколько вам подходит этот мини-расклад или эта сигнификация, которая говорит о человеке очень ресурсном и очень деятельном, хочется сказать, который действительно умеет зарабатывать, умеет ухаживать, умеет дарить любовь, умеет принимать эту любовь. Но жизнь, видимо, после некоторых перипетий сложных сделал его более таким прагматичным человеком, более, ну, может быть, где-то реалистом. Но вот сейчас то, что вы в себе как будто когда-то погасили, пытается заново оживить вас. Вот хочется сказать именно так. Я складываю эти карты, и мы достанем 3 позиции. Первая позиция будет называться «Что в дороге?». Что спешит именно, что идет в вашу жизнь, уже где-то рядом с вами, совсем близко, и, может быть, скоро станет частью вашей судьбы. Надолго ли или на какой-то определенный срок. Этого мы не спрашиваем, потому что мы все разные, но это не тема нашего расклада. Потом мы спросим, так что в дороге, если... И вторая позиция будет, так что же на пороге, что придет таки в вашу жизнь. Ну и третья, это ваши дороги. То есть это что вас ждет в дорогах, перемещениях, может быть, на ближайшее время. Итак, что идет в вашу жизнь, что уже спешит, что уже где-то движется по направлению к вам, иными словами, что в дороге к вашей судьбе. И что уже завтра на пороге станет вашей судьбы, что таки придет, реализуется, осуществится. Возможно, это какая-то встреча или это осуществление вашего плана, какой-то мечты. Итак, что придет в вашу жизнь. И ваши дороги, перемещения. Вы в дороге, будем говорить так, и достанем тоже 6 карт. Может быть, кто-то уже купил билет, а кому-то билет не нужен, сел и поехал, да, вот, и вы планируете, или как спонтанный какой-то маршрут вы допускаете. Вот давайте рассмотрим значение выпавших карт. Итак, что же спешит стать частью вашей судьбы? Какая-то добрая весть идет к отшельнику. Но вот снова первая карта буквально подтверждает сигнификацию. Это вы где-то, может быть, и вынуждены были превратиться в этого отшельника, потому что постоянно какой-то баланс приходилось держать. Или вот это двойной, да, мало того, что, ну, как жонглером быть, так еще и на качелях стоя. Это, знаете, много обстоятельств каких-то, или много в вашей жизни было условностей. Но вот что-то пытается завершиться, а за этот период какой-то предстоящий вы уже сами словно не ждете чудес. Надо же, еще один старший аркан карты. Верховная жрица научила вас, мои дорогие, правда, судьба
от чего-то как будто отказываться или с чем-то, с кем-то прощаться. Вы уже за предыдущий период, а мы ведь спросили, что стремится в вашу жизнь, а стремится именно то, от чего вы отказались. По пятерке кубков я часто говорю словами Клаудио Пинейро: над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Выбросили вы эту чашку, и пол уже давным-давно вымыли. И сами словно как успели воскреснуть, так и хочется сказать. Поставили перед собой новые приоритеты. Это все то, что я говорила. Но в контексте, что спешит вашу жизнь. Вот спешит то, что вас когда-то сделало сильнее. То, что вы проходили какой-то сложный опыт и ничего не могли изменить. Вам пришлось какую-то реальность принять и понимать, что моя, наверное, задача быть немножко, ну вот как кошка, которая гуляет сама по себе. Ведь две карты независимого человека. Может быть, именно поэтому финансовую независимость кому-то пришлось отстраивать как будто заново. Что спешит? Тут кто-то спешит, мои дорогие. Ух ты! А это все то, что я сказала. С новым подходом, новым заходом. Тот человек, которого вы знаете, или какая-то история, в чем вы практически когда-то поставили точку. Когда вы сказали: я отпустила эту ситуацию. Ну или отпустил. Перекладывайте на себя. Это вы прошли уже какую-то трансформацию. И, кстати, человек стремится в вашу жизнь, в вашу судьбу. Вы его явно хорошо знаете. И я допускаю, что у кого-то это может быть как работа, труд или партнерские отношения. Так вот, та трансформация, которую вы проходили прежде, сейчас у человека эта трансформация. И человек абсолютно точно понимает, что вы ему необходимы. Может быть, судьба нас и жизнь, она не только мучит, но еще и учит. И некоторых персонажей тоже учат. Когда, может быть, для кого-то это была словно игра, а потом пришло понимание, что что-то я заигрался. Может быть и так. Что спешит в вашу жизнь? Что спешит на ваш порог? А ведь и правда. Смотрите, снова туз пентаклей, правда? Какое-то известие, важная бумага. Перекладывайте на себя. Может быть, отчасти и получение денег. Может быть, кто-то получил какую-то сумму неожиданно в виде подарка или какого-то бонуса. Или того бонуса, когда вас кто-то хочет заинтересовать, между прочим. Ну, как тот самый подарок или я допускаю. Знаете, как в той поговорке: позади кинь, впереди найдешь. И вы тоже можете не верить. Вот вы видите какую-то ситуацию совершенно отстраненно, а потому что сложный опыт прошли. Но тем не менее, именно это из прошлого, ух ты, пытается вернуться в вашу жизнь. Более того, маг, великий манипулятор, мы иногда говорим. Это тот человек, который привык действовать по-своему. Это тот человек, который сам очень ресурсный. Может быть, именно поэтому какой-то контакт и длился. Или долгое время не были решены некоторые вопросы. Тут действительно какая-то история, которая связана именно с предыдущими событиями или с отношениями в предыдущий период. Но вот теперь здесь как будто обновление что-то требует. Именно обновление. Может быть, и человек надеется на повтор какой-то истории. Я не говорю, что это повтор на 100% точно такой же, который был. Но сожаление я допускаю, потому что первая у нас карта туз пентаклей, как будто маг желает начать все с самого начала, с чистого листа. Но и вы-то ведь тоже какую-то трансформацию уже вы прошли, потому что аркан отшельник. Вы сами были вынуждены, ну, как себя, может быть, какое-то время обособить даже. Потому что у кого-то пришлось словно подниматься с колен. Или словно стать вот этим дервишем. Ведь всегда дервиш — это не тот человек, который в первую очередь поставит финансовое благо. Нет, ну, отшельника тут свои идеи. Может быть, вы теперь думаете, потому что вы привыкли где-то в одиночку действовать.
Более того, вы приняли, что да, когда я действую сам по себе или сама по себе, когда меньше знают о моих планах, у меня меньше разочарований, а самое главное, меньше каких-то преград. Меньше тех людей, которые мне создают постоянные какие-то препоны, барьеры, ставят передо мной какие-то шлагбаумы. Кто-то из вас мог даже отказаться, допустим, от каких-то предложений со стороны человека конкретного. Может быть, тут у каждого по-своему. Может быть, это не первое предложение со стороны вот такого мага, когда он вас уже попытался, ну, на разные способы, словно привлечь к себе внимание. И тут тоже для него тогда будет своеобразный опыт в том, что окончательное сознание приходит, вас кто-то может потерять. Может быть, как именно личность по части любовная история. Но хладнокровный очень человек, это правда. Сказать, что его что-то изменит, точно нет. Он как был в своих энергиях, так и остается. Вообще интересный может быть очень человек, с которым интересно мечтать, интересно путешествовать, интересно, может быть, даже, ну вот как творчество, или человек мыслит нестандартно, и вас этим тоже притягивает. Но давайте мы узнаем все-таки вторая позиция. Так что же придет таки в вашу жизнь? Королева кубков, мир. Вообще очень добрая карта. Карта любящего человека. Но это ведь часто очень карта, как варианты мы говорим, да? Это может быть олицетворение вас самих. Вы тот человек, который умеете любить. И не случайно карта выпадала королева Пентакли. Это тоже тот человек, но вы сейчас в несколько иных эмоциях. В других совершенно, я бы сказала, энергиях. Может быть, эмоции где-то, они у вас остались, но вы их заглушили. Но тогда я могу предположить, что идет в вашу жизнь. Будет что-то вас вдохновлять, мои дорогие. И для кого-то из вас будет как достигнуто перемирие. Для кого-то из вас, может быть, вот-вот откроются как границы. Если раньше были какие-то барьеры, то теперь они как нивелируются. А у кого-то состоится вот это очень важное примирение. Причем вы будете это делать с других позиций, потому что четверка пентаклей все-таки мы себя сохраняем. Буквально финансовую независимость, финансовую стабильность. Может быть, вы и хотите путем каких-то контактов с определенным человеком, пусть это даже руководитель, партнерские отношения, вы, тем не менее, видите для себя какие-то бонусы. И вместе с тем очень рационально понимаете, что тут человек в любой момент как финт какой-то может совершить, или словно разворот, в любой момент он может быть, и вполне вероятно, я допускаю, человек уже так поступал. Именно поступал, когда для вас это было неожиданно, вот как рыцарь мечей, какую-то свою правду или какую-то свою, ну, как знаете, идею или абсолютную уверенность. Вот он выдвигал как догму, и это было достаточно жестко. Вам было это сложно воспринять. Но после того, как мы как будто переболели, для нас закончился какой-то лабиринт. Но если мы спросили, посмотрите аркан умеренности, здесь какой-то человек будет очень осторожничать, что придет в вашу жизнь. Я могу также допустить все-таки два старших аркана – мир. Поэтому в вашу жизнь приходит как устранение каких-то преград, барьеров, то, что вам прежде мешало, может быть, куда-то отправиться, куда-то поехать или совершить далекий переезд. Вот, значит, на последующий период у вас, но это не будет быстро. Сразу говорят, два старших аркана, все-таки это не в ближайшие дни, не в ближайшие часы. Здесь, скорее всего, какая-то история может, правда, затянуться на месяцы. Но имеет аркан умеренности такое значение, как не случайная случайность. А туз мечей тоже иногда говорит о какой-то новости, которая врывается в нашу жизнь и заставляет нас резко пересматривать планы. С чего мы начинали? Мы к тому пришли. Солнце. Новое качество жизни идет в вашу жизнь. Прояснение некоторых ситуаций отнюдь не одной. Может быть, это касается вашего творчества или, правда, ваших планов, которыми вы будете заниматься, опять же, не в ближайшие дни, а 6-8 месяцев, мои дорогие.
Здесь не будет так, знаете, молниеносно с места в карьер. Или сидел, додумался, и вот прямо сейчас я приступаю к каким-то действиям. Нет, здесь будет очень такое планомерное, ваше где-то продуманное, расчетливое, я бы сказала, действие, потому что если прежде, иногда королева кубков, мы поддались эмоциям, мы поддались мечте, мы поддались каким-то добрым чувствам, иногда по этой карте идет тот человек, который способен вплоть до самопожертвования. Это какой-то великий альтруизм, который нам не приносит благ. Счастье, любовь, изобилие, процветание, решение финансовых вопросов, договоренности по части личной жизни, решение вопросов дома или финансового благополучия. Да рядом с картой Солнца, наверное, мои дорогие, что придет в вашу жизнь. Можно перечислять до бесконечности те добрые вехи, те добрые события. Последующий период для тех, кто смотрит мое видео. Он явно, пусть он не за один момент, да, сложные ведь тоже карты выпали, но конечная точка, она будет вас радовать. И значит, даже мало-помалу, вот что-то разрешается, да, я не исключаю, что здесь вам придется, ну, где-то балансировать, мои дорогие, потому что 13-й старший аркан, вы в чем-то поставили точку. Может быть, и человек поставил, но вы-то за это время, ох, как много чего передумали. Тот человек, который прошел дважды какой-то сложный опыт. Или для кого-то из вас это будут те отношения, когда, может быть, это была даже семья, а потом расстались. Может быть, был даже развод, а потом я вполне вероятно допускаю, что и венчание, и заново брак у кого-то может быть. Или когда вы планировали, а тут все пошло наперекосяк. Именно так себя повел человек. Или, может быть, вам предлагали конкретный проект, работу, а потом в последний момент должность предложили кому-то другому. Но здесь вот именно ваши бонусы. Это, знаете, как наш расклад похож на предсказание. То, что вам по судьбе не заберет никто. И это придет в вашу жизнь. Ваши дороги. Может быть, на ближайшие дни. Ну да, младшие арканы говорят, что вы сами можете быть вот в таких энергиях по 8 мечей. Мы думаем, а надо ли мне куда-то ехать? А нужно ли мне куда-то торопиться? Вы именно обдумываете. Вы не хотите повторения какой-то истории. У нас снова выпадает король жезлов. Я могу сказать, вы кому-то не доверяете. Заново паш Пентакли, который говорит о том, что как новый проект. Или тут у нас буквально... Это тот человек, который карту рассматривает. Может быть, это вы готовитесь более продуманно к переезду или к поездке. Может быть, обстановка, которая вокруг вас, заставляет вас что-то просчитать. Поэтому сказать, что это какое-то быстрое путешествие, если вы собираетесь, ну, наверное, не спонтанно, мои дорогие. Здесь нужно явно что-то просчитать. Здесь нужно рассмотреть несколько вариантов. Это факт. И опять у нас королева Пентакли, мои дорогие. Но это та персона, которая не доверяет обещанному. Да, может быть, она и рассматривает, но понимает, что в любой момент мне приходится надеяться на себя самое. И даже если меня рассматривают, смотрят наш расклад точнее, мужчины, это вы, мои дорогие, можете стремиться к какой-то, может быть, женщине, девушке, хотите с кем-то встретиться. Может быть, и вы сами в этих энергиях где-то понимаете, что те разногласия, которые были между вами, или какое-то предложение, или даже ваше желание, пусть банально куда-то переехать, или, может быть, и нужно действительно что-то увидеть своими глазами, где-то, ну, как будто находиться и лицезреть, не по предварительным каким-то прогнозам делать выводы, а именно когда мы сами это увидели, услышали, состоялись какие-то важные разговоры. Ну вот, знаете, как проза жизни, никуда ты от нее не денешься, но от этой прозы будет зависеть исполнение вашей мечты. Хочется сказать, смотрите, 7 мечей, рыцарь жезлов. Вы правда кому-то не верите? Вы можете сказать, что я сейчас повременю с дорогой, может быть, даже так, и вы планируете на последующий период, и я бы тогда сказала это более правильно, потому что даже если тут, знаете, как дорога, собирались в одно место, а поедете в другое, собирались одним способом до куда-то добираться,
а придется добираться по-другому. Будьте вот внимательны к этому. Здесь вы можете в дороге услышать какую-то новость, и вам придется несколько иную конфигурацию пути, как перестроить или принять какие-то свершившиеся как данности. Здесь может быть для кого-то из вас именно в дороге получения какой-то новости, которая так или иначе окажет влияние на вас. Иногда по семерке мечей не только ведь карту вора, как мы говорим, и она призывает нас к бдительности, но иногда по этим картам как забрать свое, я часто говорю. И правда, тут ведь прорисовано тоже. Человек забирает только 5 мечей. А 2, которые на стене висят, он как будто смотрит и проходит мимо. Причем забирает 5 мечей, когда темно. Он крадется. За ним вот котик милый крадется. Это у нас колода ведьмочек. А я могу предположить, ведь художник всем видом заставляет нас задуматься. Человек говорит, свое не отдам, чужое мне не нужно. Но, может быть, даже свое не мог забрать прежде. Не когда темно, а когда посредством диалога, засветло. И теперь понимает, нет, все-таки есть именно мое. И я должен это удержать, потому что это по праву принадлежит мне. Вот я говорила только что, мои дорогие. И это, знаете, как, может быть, что-то идет вам в руки. Или сложится такая ситуация, когда она от вас потребует альтернативных решений. Причем продуманности и готовности в любой момент изменить свои планы. Потому что тут могут быть, как и новые новости. Новая какая-то информация совершенно такого, знаете, кардинально иного порядка, о том, о чем вы даже не предполагаете. Вы можете столкнуться даже с какими-то эмоциями другого человека, когда он будет вести себя странно. И значит, к этому как минимум нужно быть готовым. Ну что же по части дорог? Я тут больше вижу, что если вы планируете какое-то путешествие, рассмотрите несколько дорог, несколько возможностей, как добираться. Будьте готовы, может быть, поехать не в одну местность, не в один город, или не в одно местечко, а в какое-то другое или близлежащее. Какая-то встреча определенно у вас либо будет, либо вы сами эту дорогу все же совершите, вам как будто это факт по судьбе. Но я бы сказала, все-таки не спешить. А вообще я должна сказать, вот, наверное, не случайно по сигнификации вы прошли какой-то очень сложный путь. Тут ведь правда, судьба будет пытаться вам вернуть то, от чего, возможно, вы даже отказались. И вполне вероятно, даже если вы сейчас не планируете каких-то путешествий или рассматриваете, ну, может быть, вы говорите, тут вполне вероятно, как судьба позовет в дорогу или как-то сложатся обстоятельства, когда вы будете даже раздумывать, а потом придете к выводу, что, ну вот, наверное, стоит куда-то поехать, чтобы увидеть что-то своими глазами, или для того, чтобы прояснить какую-то ситуацию, чтобы у вас не было сомнений. В конечном итоге вы останетесь этим довольны и себя поблагодарите. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Я благодарю вас за то, что вы поддерживаете мое творчество и пишите мне добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои статьи и ссылки на свой сайт я вставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.